Привет, друзья! Сегодня мы приехали в территорию закона и безопасности. Будем отстреливать те два пистолета, которые вы так давно просили. Наконец-то нам удалось вырваться. Мы сегодня о них не только поговорим, но обязательно постреляем. Мишень непробиваемая. Утык. Начнем стрелять с Grand Power T11 FM1. Для этого нужно удостовериться, что оружие не заряжено. Извлечем магазин. Сначала буду стрелять патронами травматического действия производства Фортуна. Максимально 84 джоуля он выдает. Посмотрим на его кучность. Будем стрелять и из Grand Power, и из Зигзауэра одинаковыми патронами. Зарядим 3 патрона, наверное, хватит. Помним, что у него есть штатный предохранитель, а у Зигзауэра его вообще нет. Наденем наушники, очки. Будем соблюдать все меры предосторожности. Идем на рубеж 5 метров. Стреляем. Буду стрелять в голову. Посмотрим голову мишени. Посмотрим, какова кучность. Почему-то штатно он не встал на затворную задержку. Возможно, он и не должен вставать. Если, ребят, знаете, что что-то с пистолетом, либо у него нет автоматической затворной задержки, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что с этим пистолетом я не так хорошо знаком. Это у нас Grand Power. Так, Grand Power, да? И вот такая куча. Это у нас 5 метров. Сейчас постреляем из Зигзауэра. Ну, у меня на канале есть. Кто не видел, вот здесь ссылка выплывет. Посмотрите, как он там стреляет. Они одинаковые. Этот просто золотой с черным. Первый раз стреляем, он абсолютно не стрелянный. Блестит весь новый. Но он, конечно, точный. Он феноменально точный для травматических пистолетов в России. Я постараюсь, конечно, показать вам его точность, но это мои характеристики. Никак не хочу бросить тень на возможности пистолета. Зарядим теми же фортунами, которыми мы стреляли из Grand Power. Также произведу 3 выстрела и посмотрим, как у нас получится. Стреляю также в голову. 3 выстрела. Пистолет штатно встает на затворную задержку. Хороший пистолет, я его люблю. Вот так я настрелял из Зига. Кучность хуже, чем у Grand Power. Ну, это я виноват. Я знаю, что это Зигзауэр, это Grand Power. Тоже 5 метров. Постреляю сейчас на 10 метров. Посмотрю, как там. Пусть, может быть, дальше будет кучнее. Но, опять же, это, скорее всего, мой косяк. Это я стрелял Фортуной. Чтобы мы потом сравнили, посмотрим. Может быть, другие патроны не так будут просто стрелять. Сейчас увидим, у нас 3 варианта сегодня есть патронов. Сейчас постреляем техкримом. Он показывает у нас 83 джоуля максимально может выдать. Масса шара 1,3. Здесь на Фортуне у нас масса шара 2,04. То есть самый легкий и самый слабый это у меня техкрим сегодня. Также сейчас зарядим по 3 патрона. Да, они цветом отличаются, такие светленькие. По
3 выстрела будет достаточно, я думаю. Будем стрелять также с 5 метров на первую мишень. Наденем наушники и вперед. Это будет Техкрим 5 метров. Снимаем с предохранителя. Также стреляем в головную часть мишени. Третий выстрел практически пуля в пулю. Пока что Grand Power меня приятно удивляет. Так, это Grand Power, чтобы мы помнили. Сейчас сюда стрельну также из Зига. Заряжаю Техкримом 3 патрона 226 ТК Pro и пойдем на рубеж. Так, стреляем также на 5 метров по соседству с Grand Power. Штатно ставить задерную затяжку. Ну, попадаю пока что из Зига вот так. Вообще, говорят, если при стрельбе разброс вот так в высоту, это значит качество стрельбы, а не качество оружия либо патрона. Вот. Это у нас Sig Sauer. Это все я знаю. Этот пистолет может стрелять гораздо точнее. Ну, сейчас мы посмотрим на другом патроне как. Пока что Техкрим по кучности показал лучше всего на Grand Power. Ну, у меня сегодня только остался чейз. Сейчас постреляем чейзом. Сначала на 5 метров. Посмотрим, как у нас с кучностью Зиг может исправиться. Чейз вот такой золотой весь, в отличие от других парней. Заряжу также 3 патрона. Мне сегодня хватит. Давно нам нужно было отстрелять с вами. Наконец-то удалось это все организовать. Вообще не знаю, где он. Завышает. На задорную задержку не встает. Мы видим завышение. Я стрелял в такой ориентировочный центр головной части, да. Два попадания очень близко, третий за пределами мишени. Ну, я не знаю. Может быть, вот эта дырочка, самая большая, она от нашего, потому что все остальные дырочки вроде маленькие. И, ну, так высоко я бы не попал. Здесь видно, что это наверняка 9. Ну, не знаю, это под вопросом, что это я. А здесь кучность меня очень радует. Это был у нас Grand Power. Вот. Сейчас попробуем здесь, это глазки, носик, ротик нарисовать. Это уже будет Sig Sauer. Заряжаю также 3 патрона чейзовских Зиг. В этот раз возьму пониже, раз эти патроны самые мощные, и они у нас идут с завышением. 88 джоулей выдает, ну, производитель обещает, и шарик 3 грамма. Это самое мощное, поэтому наверняка завышение. Посмотрим, что нам скажет Зиг, и перейдем уже на 10-метровый рубеж. Вот, уже лучше. Первый выстрел ушел ниже, потому что я специально держал ниже. Остальные, когда уже скорректировал, видим кучность. То есть, если бы я предыдущий выстрел произвел так же, как последующие 2, то я думаю, они все были бы впритык. Потому что я изначально делался ниже, потому что Grand Power уходил за пределы мишени. Здесь вот это не будем считать отрывом, потому что я изначально специально держал
ну, целился ниже, думал, тоже будет высоко уходить. То есть, если бы я стрелял выше, было бы гораздо кучнее. То есть, Chase мне нравится больше всего, хотя все произошло, как произошло. То есть, намеренно я не стрелял куда-то, мне важно знать, что мне лучше, чтобы хранить в запасе именно те патроны, которые наиболее лучший результат показывают. Сейчас попробуем по 10 метров. Начинаем также с нашей фортуны. Также мне хватит 3 патрона для того, чтобы установить истину. Так, сейчас буду просто целиться в середину мишени. Посмотрим, куда прилетит. Все. Вот такая гильзочка. Клеится. Так, вижу одну пулю. Вторую пулю. Третью я не вижу. Здесь дыра большая. Либо я сюда же попал. Ставлю под вопрос. Посмотрю потом на замедленной съемке. Либо же не попал никуда. Поэтому сделаем вот так. И сделаем вот так. Это у нас 10 метров. Ну, в принципе, учитывая, что это расстояние для самообороны, ну, дальше развернись и уходи, да? Зачем еще тебе дальше нужно расстояние для того, чтобы кого-то остановить, да, если кто-то нарушает ваши права и уже дошел до предела применения оружия. Ну, если я смотрю туда 10 метров, там реально это не может быть зоной конфликта. То есть кто-то, эй, ты, я тебе вот что-то сделаю, да, и вы, подожди, я сейчас по миномету в тебя попаду. Ну нет, ну нереально. Поэтому 10 метров в ростовую мишень попадаем. Да, бывает, люди стреляют и на 15 метров, может быть, сейчас умудримся тоже, но это уже просто проверка характеристик оружия. Именно для пределов самообороны, ну, больше 10 метров, это уже лишнее. Уже гораздо легче просто избежать конфликта, чем применять оружие. Заряжаю 3 патрона фортуны в ЗИГ. Стреляю также на 10 метров. Быстро, но желательно точно. Утык. Хвалился, хвалился. Но утык. Угу. Патрон вышел вместе с магазином. Почему-то не подался. Стол чистый. Там ничего нет. И вот так. Давай-ка посмотрим, почему. Стол чистый. Я его вижу, что он стол чистый. Зарядился. Отойди. Без наушника. Ого! Ты смотри сюда и подойди еще на мишень, посмотри. Обалдеть, как он попал. Не зря же он такой 10 метров, а вы его хаете. Офигеть. Вот. 3 попадания. Да, капец. Только вот в чем дело. Это был не техкрим на 10 метров. Это была фортуна. Фортуна. Мы с мишенями просто запутались, но не страшно. Главное, вот кучность, которую я ждал от ЗИГа. Такую кучность я добивался другим ЗИГом. У нас на канале есть он серый. И поэтому меня удивляло, что там происходило. Но это тоже фортуна. Это фортуна. Фортуна. Это ЗИГ. Вот, это ЗИГ Зауэр. Фортуна 10 метров. Вот, пожалуйста. 10 метров. Он просто как будто из оптики стреляешь. Но для травмата это очень высокий результат. Так, если это была фортуна, значит здесь будет техкрим.
Техкрим 10 метров. Да, Техкрим у нас серебристый, мы помним, да? Такие стальные гильзочки. Пойдемте. Устраним нашу ошибку. Вот они у нас, Техкрим. Вот из них будем стрелять по второй мишени, где стреляли 5 метров фортуной. Немножко перепутали просто. Ну не суть. Сейчас организуем. Буду стрелять с Grand Power, как всегда. Но мне кучность прям воодушевила. Я уже более энергично сейчас буду это все делать, чтобы посмотреть, что выдаст Техкримом Sig Sauer. Стреляю во вторую мишень. Ну, из этой позиции стрельнем, посмотрим, что она выдаст. Пока что вижу две мишени, два выстрела, они прям практически впритык друг к другу. Ну, третий это я оторвал, потому что начал болтать. Извлечу магазин. Пойдем посмотрим. Вот это был мой первый выстрел, это второй. Начал комментировать и вот так оторвал. Это у меня Grand Power Техкрим 10 метров. Сейчас также пульнем Зигом. Надеюсь, он меня еще больше порадует. Поехали. Ого, как низко. Опять туда же. Почему-то у меня занижается в левый нижний угол, а я стреляю в центр. Вот оно. Одно попадание. Это последнее. Третий выстрел был. А это 1-2. Вот. Это был 1, это 2. Стрелял все вот сюда. Вот целился сюда и попал вот так вот. Вот. Это Sig Sauer 10 метров. Техкрим. Сейчас тогда у нас остался чейз. Да. Ну, чейз. И здесь чейз. Напишем. Так, это у нас был Sig Sauer 5 метров. Вот. А здесь будет сейчас 10 метров. Стрелкой укажем. Сейчас организуем рабочий процесс. Зарезаю чейз. Самые тяжелые, самые мощные сегодняшнего нашего ассортимента. Затворный не встает. Жду комментариев, что это такое. Показал хорошо. Это я. Это мой косяк. Отрыв. Это я оторвал, сорвал, как угодно называйте, дернул. Вот. Но 10 метров. Это Grand Power. 10 метров. Chase. Вот. Ну, это отрыв, это я накосячил. Эти патроны мощные, они не должны давать такой большой разбег. Но я думаю, сейчас, если я буду более осторожен, внимателен, то Sig Sauer должен исправить этот косяк. Зарядил 3 патрона чейза. Постреляю на 10 метров. Изучу магазин. Закусил патрон. Почему он его закусил, не знаю. Вот, это было первый, второй. Это третий. Но это после известных нам событий. Это я уже тоже, наверное, дернул. Вот третий Sig Sauer. Вот, получился вот такой вот у нас разбег, но по высоте это уже рукострелка, мы знаем. Перестреляю сейчас. Сейчас перестреляю, посмотрю. Что... и то, и другое. Для справедливости давай перестреляем. Давай сделаем чейз. 10 метров. Вот.
И перестреляем, потому что и тут отрыв, и тут был утык. Перестреляем, посмотрим, может быть, будет все лучше. Перестреляю еще раз. Что-то у меня остались серьезные сомнения, почему Чейз вот так себя повел, или я. Перестреляем на 10 метров. Посмотрим, что будет сейчас. Стреляю медленно, аккуратно. Давай поменяю стол вот здесь, максимально параллельно. Встану напротив мишени. Буду стрелять в центр. Так, почему-то все ушло у меня вправо, но не суть. Главное, все ушли. А там посмотрим, где же третья мишень. Третью не вижу. Это ли не это? Не знаю, гадать не буду, или это. Вот, на две мишени. В общем, вот так вот. Это у нас Grand Power. Вот так, 10 метров. Идем стрелять зигом. Заряжаю 3 патрона. Я все-таки верю в точность. Но пока что лучше всего Техкрим отработал по точности. Так, попал куда целился, уже хорошо. Не вижу вообще, куда попал. Стал штатно. Пойдем посмотрим. Чудеса, да и только. Переснимаю. Попал один раз. Остальных нету. Да, пока что лучше всего у нас получился, значит, из фортуны. Лучше всего мы попали из фортуны зигзауэром. Техкримом из Grand Power на 10 метров лучше попали. А в концовке получилась какая-то суета. Это либо я, либо же что-то непонятное. Зигзауэр вот попадает вот так. Сначала из чейза, а потом попадает только один раз, когда начинаю перестреливать. Стол нагрелся, я нагрелся, это уже непонятно. Сейчас попробуем с двух рук. Сейчас я решил наказать саму ситуацию. Заряжаю по 4 патрона этого самого чейза и иду сразу стрелять с двух рук. Подойдем сейчас метров на 6 и постреляем. Так. Раз, два, 3, 4. Дослан патрон, осторожно. Дослан патрон. Встану вот здесь. Здесь наверняка, если там 5, ну метров 6-7. И посмотрим. У меня 8 патронов. Будет ли 8 попаданий? Я пытался в упор с 2 пистолетов расстрелять эту мишень. Какая-то заговоренная мишень из 8 патронов, 7 метров. Уже не важно, из какого пистолета я попал. Мишень непробиваемая, не попадает сюда ничего, я не знаю. Я стрелял как угодно, перестреливал отсюда сюда, с 2 рук пытался расстрелять. Ничего. Мне кажется, это мишень виновата, тут уже ничего не сделаешь. Итак, друзья, вот мы отсняли материал, который хотели. Каждый пистолет показал то, на что он способен. Я показал, наверное, не то, на что я способен, но получилось, как получилось. Надеюсь, было интересно. Если есть предпочтения, замечания, обязательно напишите в комментариях. Надо будет, приедем еще раз, перестреляем с учетом ваших комментариев. А пока на сегодня все. Прощаюсь с вами. До скорых встреч.